Мы не думали, что сегодня будет какой-то видеоматериал, потому что в целом день был очень скучный, но, как говорится, контент подъехал. На Кольцевой у 1100-го кончилось сцепление. Ручка работает, но сцепление постоянно замкнуто. Слышу. Так, у меня сцепуха порвалась. Да ладно? Совсем? Да. Ты не можешь ехать? Это... Проезжай. Все. На нейтралку поставь, заводись на нейтралку. А, тебе тронулся будет? Блять, вовремя. Так, а что с ним могло случиться? Тросик сцепления работает. Он возвращается обратно. Да. То есть проблема где-то в потрохах. Ага. О, все, покатился. Завелся? Да. Поехали. Ну на первой так и кати. Да, все, давай. Да, блин. А ты пробовал когда-нибудь без... Я не пробовал, я не хочу пробовать. Все, стой. Как видите, рычажок работает, но внутри что-то сломалось. Сцепление постоянно замкнуто. На месте мы, наверное, сейчас ничего не сможем сделать. Да, все, это однозначно мотоэвакуатор. Гусеныш у нас стоит, готовлюсь сейчас скидывать колесо. И надо будет добраться, сейчас покажу куда. Так, вот у нас привод сцепления. Вот там есть болтик, который толкает шпильку и опорный подшипник. С болтиком у нас все в порядке, значит у нас сдохла втулка, на которую упирается опорный подшипник. И, скорее всего, надо будет заказывать новую. Особую пикантность ситуации придает то, что у нас гараж очень скоро будут сносить. Вот, так что параллельно с ковырянием здесь я буду развлекаться поиском гаража. Давай покажем. Кирилл, привет. Да. Давай покажем, что у нас, в чем Здесь. проблема. Вот. Что У она нас всё сейчас целая. задача снять вот эту лапку. Пальцами. В общем, вот эту вот лапку надо снять. И далее мы увидим выжимной подшипник вместе с его втулкой. Втулке, скорее всего, пришел пипец, и ее надо будет менять. Скинули кардан. Не кардан скинули, а Ой, ногу. Да, ногу. Вот видно, насколько старый подшипник провалился относительно нового. И с обратной стороны, в общем, та же самая ерунда. 4800 рублей. Вот уже собрали частично. Затянули болт рычага. Теперь все можно накидывать. Трос сцепления, регулировать и собирать все остальное. Скинули редуктор. Поставили вот этот кожух кардана с вингаром. И далее будем смотреть, как надеть редуктор на кардан. Что получается два элемента, которые надо соединять вслепую. Мотоцикл собран. Первые ходовые испытания. Так может надо выкрутить? Вот настал тот момент, когда мы покидаем свой уютный гараж. Собрал гуся, выгреб весь наш мусор. Осталась отдельная ходка за колесами и перегнать Трансальп. Гараж был, скажем так, не подарок, помимо того, что он очень узкий. Когда шли дожди, он у нас тонул регулярно. Я попробую найти, сделаю вставочку тут в углу. Зимой его было не открыть. Тут дело в том, что он еще немножечко осел. Вот, и за счет того, что он находится в самой низине, когда идут дожди, вся вода идет исключительно сюда. У него был только один плюс, то, Он что был он был рядом. рядом с домом. Да. Все.
Ну вот мы приехали в новый гараж. Хоромы, просто хоромы. Бардачок, конечно, тут небольшой. Я бы даже сказал срач. Советские болтики. Что-нибудь тут крутилось? Японско-китайское. Заменил на советское, вечное. В общем, вот такое вот местечко. Сейчас выгрузим все барахло из машины и погоним второй мотоцикл. Почувствуете разницу? Очень широкий гараж. Спокойно можно и машину поставить, и 2 мотоцикла. Но тут требуется, конечно, навести порядок. Конечно, ужасающее количество бардака. Вот, привез фанерку с дачи. Буду делать полочки. Но этого мало. Поэтому еще съездил в Леруа, купил стеллажи. Это, по-моему, эверестовские. Вот, один стеллажик сюда и один, пока не знаю, наверное, вот в этот угол. Вот, чтобы всю эту вот кагу разобрать. Вот, я взял вот такие вот ноги. Они 1,5 метра. То есть должно получиться по высоте, ну, примерно так. Потому что дальше уже полка идет, 2 метра сюда не влезает. Здесь 1,90 м, по-моему, максимум. Ну вот, собрал стеллаж номер 1. Здесь немножечко подрасчистил, часть мусора вынес, угол расчистил, стремянку убрал, которая здесь просто капец как мешала. Собрал стеллажик номер 2. Я думаю, мы его забивенем вот сюда. Вот примерно вот эта вот хрень заканчивается, этот навес. И далее стеллажик. А потом, если будет желание, можно будет докупить секции, его еще немножечко в сторону продлить. Вот, и, в принципе, все барахло раскидать по ним. Выставляю сейчас стеллаж. И это самый технологичный отвес, которым я когда-либо пользовался. В общем, посмотрел я на этот грустный верстак. Вот как оно есть. То есть, ну, в общем-то, сборный из досок. Решил его переделывать. Вернее, переделать на фанерный. Благо фанера у меня есть. Ну и сверху еще дополнительную полочку сделаю. Вот, он будет чуть-чуть побольше. А вот тут... Блин, медленно поворачивается. В общем, это 65 сантиметров от стены. Ну вот он вот так по этой линии пойдет. То есть будет чуть-чуть поглубже. Ну да, и будет полочка дополнительная. Вот, не знаю, отметьтесь там в комментариях, насколько вообще это интересно, такие вот гаражные серии. Что если оно зашло, то буду продолжать снимать что-то подобное. Так, все, всем спасибо, всем пока.